Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. В Брюсселе принято решение, которое уже вызывает серьезные разногласия внутри Евросоюза. Торговая сделка Меркосур с Южной Америкой согласована, и для одних, например, Урсулы фон дер Ляйен, это экономическое расширение возможностей, а для других источник серьезных опасений. Одновременно из Соединенных Штатов Америки поступает идея, которая выглядит необычно, но за ней стоят значительные финансовые интересы и расчеты международной политики. Речь идет о будущем Гренландии и попытке расширить вопрос не переговорами, а именно чеками. В Европе, а точнее в Германии, тем временем усиливается внутренняя политическая дискуссия. В правительстве Фридриха Мерца обостряется налоговый спор, способный осложнить работу черно-красной коалиции. И еще один важный сигнал сегодня связан с состоянием немецкой экономики. Экспорт значительно снижается, ключевые рынки сокращаются, а разговоры о временных трудностях в последние дни сменяются обсуждениями возможной продолжительной стагнации при правительстве Мерца. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Брюсселе произошел важный поворот в международной торговле. Представители, внимание, 27 стран Европейского Союза официально согласовали историческое торговое соглашение с блоком Меркосур, в который входят Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай. Это решение стало результатом долгих многолетних переговоров и вызывает серьезные дебаты по всей Европе. Что именно решили? ЕС и Меркосур согласовали условия, по которым между двумя регионами отменяется большая часть импортных пошлин. Это значит, что товар из стран Южной Америки, например, от говядины до сои и автомобилей, смогут поступать на европейский рынок с меньшими налогами и по более низким ценам. Это решение встречает бурную реакцию по обе стороны Атлантики. Так, сторонники соглашения говорят, что оно открывает огромные рынки с населением более 700 миллионов человек, что создает новые экспортные возможности для европейских компаний. Но вы должны понимать, что есть и противники, которые считают, что это серьезный риск для европейских фермеров и производителей продукции питания. Они опасаются, что дешевые поставки из Бразилии и Аргентины разобьют рынок Европейского Союза, поставив под угрозу доходы сельхозпроизводителей. Именно в этом конфликте и заключается главная напряженность сегодня. То есть, с одной стороны, это выигрыш для промышленности и торговли, с другой стороны, это давление на фермеров, продовольственную безопасность и экологические стандарты. Канцлер Германии Фридрих Мерц уже заявил, что Германия поддержит сделку, но настаивает на усилении защитных механизмов для фермеров. Он подчеркнул, что торговые возможности важны, но не должны идти в ущерб собственному сельскому хозяйству и стандартам качества. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала соглашение новой ступенью европейской стратегии на глобальном рынке, отметив, что это соглашение отражает стремление Европейского Союза конкурировать с Соединенными Штатами Америки и Азией, расширяя свои экономические связи. Однако, друзья, ситуация остается сложной, так как часть стран Европейского Союза и сельхозхозяйственных организаций обсуждают публичные формы выражения позиции, а в Германии фермеры заявляют о возможных коллективных действиях в случае отсутствия пересмотра условий соглашения. Следующая новость, одна из самых важных за последнюю неделю. В Соединенных Штатах Америки обсуждают необычную идею по поводу Гренландии, то есть большого острова за Северным полюсом. Американские законодатели рассматривают предложение, которое звучит почти как из фильма. Они хотят выплачивать, внимание, до $100 тысяч каждому жителю Гренландии в случае перехода под власть Соединенных Штатов Америки. Причина проста. Гренландия обладает огромными запасами полезных ископаемых, стратегическим расположением и доступом к Арктике, где геополитическая конкуренция между Соединенными Штатами Америки, Россией и Китаем растет. Американские политики утверждают, что такие выплаты могут быть стимулом для самого населения, чтобы поддержать изменение суверенитета. По предварительным расчетам речь идет, как я сказал, о порядке до $100 тысяч. Это более 90 тысяч евро на человека. А это крупная сумма для населения, которая составляет, напомню, всего лишь около 56 тысяч человек. Если такая программа действительно будет реализована, общие выплаты могли бы достигать миллионов долларов просто за переоформление статуса территории. Однако это предложение вызывает не только удивление, но и активное обсуждение в политических кругах. Противники считают, что подобные выплаты могут рассматриваться как способ повлиять на политические процессы
в обход устоявшихся международных норм. Дипломаты в Копенгагене, поскольку Гренландия официально, напомню, является частью королевства Дании, уже предупреждают, что такие планы могут подорвать отношения между странами и нарушить суверенитет территории. Эксперты также отмечают, что, внимание, экономическая привлекательность Гренландии во многом гипотетическая, так как пока не ясно, насколько крупные месторождения действительно доступны для разработки. Более того, вопрос изменения суверенитета – это не только сами деньги, но и международные договора, безопасность и исторические обязательства перед народами арктического региона. Канцлер Германии Фридрих Мерц в комментариях по международной политике обращает внимание на важность уважения национального суверенитета и мирного урегулирования любых территориальных вопросов. По его словам, международное сообщество должно действовать именно в рамках правовых норм и дипломатии, а не через финансовые стимулы. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула, что Европа внимательно следит за развитием арктической политики Соединенных Штатов Америки и настаивает на том, что любые изменения в регионе должны учитывать интересы абсолютно всех стран, а не только одной сферы державы. Следующая новость связана с обсуждением курса канцлера Фридриха Мерца. В Германии назревает вспышка налогового конфликта в правительстве. На закрытой встрече фракции в Берлине глава социал-демократов Ларс Клинбель резко выступил за реформу налога на наследство. И это может привести к серьезному разладу в самой коалиции. Клинбель заявил, что текущие правила несправедливы, так как в Германии можно годами работать и не купить собственное жилье, например, в Берлине, в Мюнхене или Гамбурге, если только не получить его в наследство. Он назвал это нарушение принципа справедливости и хочет изменить правила так, чтобы крупные наследства, особенно миллионные суммы и предприятия, облагались налогом заметно выше. Социал-демократы планируют в скором времени представить конкретный законопроект. Среди ключевых идей это ввести налог освобождения на жизненно важное имущество, например, тот же дом, где живет семья, но значительно увеличить ставки для крупных наследств и особенно для наследования компаний. По мнению СДПГ, Социал-демократической партии Германии, это уменьшит разрыв между обычными гражданами и богатыми семьями, которые через наследство получают преимущество с рождения. Но на этом конфликт, кстати, не заканчивается, а против таких планов уже заявили союзники из Христианско-социального союза ХСС. Они резко отвергают идею об увеличении налога на наследство и называют ее ударом по семейному бизнесу и стабильности экономики. Канцлер Германии Фридрих Мерц, ХДС, Христианско-демократический союз, пока пытается лавировать между двумя сторонами. Он настаивает на компромиссе, чтобы не допустить раскола в коалиции, но ясно, что разногласия только усиливаются, и это может перерасти в широкий политический спор об экономической справедливости и роли государства в перераспределении богатства. А дальше еще есть важная новость. Экономика Германии получила важный статистический сигнал. Объем экспорта, который традиционно был, вы знаете, главным двигателем роста, в ноябре 2025 года упал сильнее, чем за последние 1,5 года. Экспорт немецких товаров снизился на 2,5% по сравнению с октябрем и составил 128,1 миллиарда евро. Это самый сильный месячный спад с мая 2024 года, сообщило Федеральное статистическое ведомство. Причина – резкое падение спроса на немецкие товары со стороны двух ключевых рынков. Например, Соединенные Штаты Америки – минус 4,2% по сравнению с октябрем, частично из-за введенных американских пошлин на импорт. А страны Европейского Союза также минус 4,2%, что и отражает слабую экономическую конъюнктуру в самой Европе. Это указывает на возможность структурной сложности в экономике страны. Экспорт составляет значительную часть, как вы знаете, экономики Германии, и при отсутствии достаточного спроса за рубежом компании могут столкнуться с сокращением заказов, снижением производства и дополнительными нагрузками на рынок труда. Именно поэтому спор вокруг экономической политики обостряется. Канцлер Фридрих Мерц уже подчеркивал, что Германия должна снижать издержки и, наоборот, стимулировать экспортную конкурентоспособность, но критики указывают, что проблема намного глубже, чем просто налоги или стимулы, и это отражение слабого глобального спроса и растущей конкуренции в важных отраслях. Ситуация осложняется еще и тем, что немецкий импорт в тот же период вырос на 0,8%, а торговый профицит, наоборот, сократился до примерно 13,1 миллиарда евро, то есть самого низкого уровня за почти 3 года.
На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.